Надоели бутерброды на завтрак? Я покажу 3 интересные идеи на завтрак в твоем аэрогриле. Первый рецепт – очень вкусная тортилья или лаваш с омлетом, ветчиной, сыром и помидором. Для рецепта мне понадобится цельнозерновая тортилья или же лаваш, 2-3 яйца, пол пачки творога, у меня 180 грамм, 9%, ветчина, помидор и сыр. Для начала в емкости я разобью 3 яйца, добавлю пол пачки творога, у меня 9%, примерно 90 грамм творога. Добавлю немного соли и все хорошо перемешаю, чтобы получилась смесь для омлета. Один помидор я нарежу на мелкий кубик. В аэрогриль выкладываю бумажную форму. Выкладываю цельнозерновую тортилью, яичную смесь с творогом выливаю прямо туда. Не бойтесь, что что-то куда-то утечет, все вместе хорошо запечется и будет очень вкусно. Сверху на яично-творожную смесь выкладываю помидоры и также ветчину, нарезанную на мелкий кубик. Можете использовать сосиску, колбасу или даже отварную курицу, будет еще сытнее и вкуснее. Вместо ветчины можно использовать любые овощи, тогда в вашем рецепте будет больше клетчатки. Ставлю в аэрогриль на 180 градусов, режим выпечка 10 минут. Если у вас аэрогриль с одним теном, ставьте 170 градусов, примерно 15-20 минут. И вот такой вкусный завтрак готов. Это похоже на белковую омлетную пиццу. Поверьте, это очень вкусно и сытно. Внутрь я кладу 2 ломтика сыра и заворачиваю в рулет. Убираем бумагу, разрезаем тортилью пополам и получается невероятно вкусный, очень сытный и, на мой взгляд, полезный сбалансированный завтрак. Сыр можете не добавлять, я знаю, что многие не любят почему-то сыр в рецептах, я его просто обожаю, и мне кажется, сыр любой рецепт улучшает просто на 100 баллов. Второй рецепт. Приготовим морковную лепешку. Это отличный и интересный вариант вместо бутерброда. Поверьте, это очень-очень вкусно, как и все рецепты из данного видео. Для рецепта понадобится 1 средняя морковь, примерно 70 грамм сыра, 1 яйцо и любые любимые ваши специи. Я люблю натирать морковку на мелкой терке для этого рецепта, тогда она лучше запекается. Сыр я тоже натираю на мелкой терке, примерно 70 грамм, можно, конечно же, больше. Добавляю 1 яйцо, любимые специи, у меня это немного соли, немного перца, сушеный лук, сушеный чеснок. Это, кстати, натуральные специи, пусть они вас не смущают, тут нет химии. Также немного копченой паприки. Все хорошо перемешиваю, получится однородная масса, не жидкая. Такого количества хватит на 2 лепешки. Беру пергаментную бумагу для духовки, она у меня со специальным покрытием. Обычно в магазинах, если ищете хорошую бумагу, смотрите, там будет написано «не прилипающее покрытие» или что-то вроде этого. Ставлю в аэрогриль на 180 градусов 10 минут. Если у вас аэрогриль с одним теном, то ставьте 190 градусов примерно 15 минут. Режим аэрогриль. Все, отличная лепешка готова. Я даю ей немного остыть, она прекрасно отходит от бумаги. Сверху наносим любую начинку, у меня это крем-сыр, куриный рулет, болгарский перец, шпинат и помидор. Нарезаю болгарский перец, 3 кусочка, 3 кружочка помидора. Можете добавить сыр, консервированный тунец, все, что у вас есть в холодильнике. Показываю, что лепешка получается очень пластичная, мягкая, она хорошо держит форму. Смазываю лепешку крем-сыром. Кладу шпинат, куриный рулет, 3 кусочка, кружочки помидора и пару ломтиков болгарского перца. Поверьте, получается очень сытно и очень вкусно. Обязательно попробуйте такой вариант рецепта, вы не пожалеете. Всем приятного аппетита!
Как вы уже успели догадаться, такую лепешку можно приготовить на сковороде, но тогда вы используете больше масла. Тут масло не используется совсем, если у вас хорошая пергаментная бумага с хорошим не прилипающим покрытием. Поэтому такую лепешку я люблю запекать именно в аэрогриле. Третий рецепт. Вместо обычного бутерброда мы приготовим тортилью из кабачка или цукини. Для рецепта понадобится один небольшой цукини или кабачок, 100 грамм натертого сыра и любая начинка. У меня это крем-сыр, слабосоленый лосось и шпинат. Моем цукини или кабачок, обсушиваем и режем на тонкие кружочки, всего пару миллиметров толщиной. Натираем полутвердый сыр на крупной терке, у меня это сыр гауда, примерно 100 грамм. Вот в принципе и все. Теперь нам нужно выложить в аэрогриль сыр и кабачок в виде квадрата. Для этого в аэрогриле я убираю решетку, чтобы кабачок лучше пропекся. Этого можно и не делать, можно выложить бумагу на решетку. У меня пергаментная бумага для духовки, но она с таким специальным не пригорающим покрытием, поэтому если у вас плохая пергаментная бумага, к которой все пристает, то немного смажьте маслом. На квадрат из пергаментной бумаги я выкладываю совсем чуть-чуть сыра и кружочки кабачка или цукини внахлёст. Таким образом сыр у нас расплавится и соединит все кружочки цукини вместе, и получится своего рода вкусная лепешка. Сверху тоже все присыпаем сыром. Это отличный вариант съесть больше овощей. Такая лепешка получается очень вкусной, и начинка может быть любая. Ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов примерно 10-15 минут. Если же у тебя один тен, то ставь температуру примерно 190 градусов 18-20 минут. Пока лепешка из цукини готовится, я нарежу немного зеленого лука для подачи. Вот так легко сходит пергаментная бумага, ничего нигде не прилипло. Получается цельный квадрат. Его можно смазать крем-сыром, можно намазать хумусом. Сверху кладем листики салата, у меня это шпинат. Хоть я и нарезала зеленый лук, но в итоге забыла его положить. Конечно же, зеленый лук тоже добавляем в наш врап. Можно положить ветчину, колбаску, просто овощи или сыр. Я же кладу слабосоленый лосось. Разрезаем тортилью пополам, и получается вкусный сбалансированный завтрак. Всем приятного аппетита! Попробуйте приготовить, это очень вкусно. Если кого-то смущает сыр в рецепте, то его всегда можно заменить на более легкий вариант, где меньше жира, больше белка. Если у вас непереносимость лактозы, то покупайте безлактозный сыр. Всем приятного аппетита! Всем спасибо за внимание! Напишите в комментариях, какой из завтраков в этой подборке вам понравился больше всего и какой вы хотите приготовить. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Вас ждет очень много интересных рецептов. Всем пока-пока, до скорых встреч!